Прежде чем начать мой рассказ, немножко ASMR. Это второй выпуск краткоформатной программы «Урожай», где я буду рассказывать об экземплярах из своей коллекции, их авторах и о чем-то значимом лично для меня. Сегодня особенный эпизод. Тройная коллаборация. Японская компания Medicom Toys с их платформой Bearbrick, американские дизайнеры Чарльз и Рэй Имс, а точнее распоряжающихся их наследством фонд, и созданная в 1950 году корпорация Bandai, легендарный производитель игрушек. Каждый из этих имен заслуживает отдельного ролика, и про Medicom Toy мы еще обязательно поговорим в разных контекстах в будущих наших выпусках. А сегодня речь об уникальном экземпляре, 200% 14-сантиметровом Bearbrick, выполненным из металла методом die-cast или литья под давлением. А для нас изделия в такой технике — это обычно машинки Hot Wheels или самолетики из детства, а в Японии die-cast стал основой огромной индустрии производства мультяшных роботов. Гениальный мангака Нагай Кийоси, или Кийоси, известный нам всем как Го Нагай, придумывает в 1972 году образ суперробота Mazinger Z, созданного по легенде из суперкрепкого сплава под названием Чогокин. Через несколько лет дочерняя компания корпорации Bandai выпускает первую die-cast-игрушку из настоящего металла под брендом Чогокин. Так фантастическим сплавом стали называть всю субкультуру коллекционных металлических роботов. А в свою очередь Bearbrick Чогокин, такое отдельное направление специального размера, которое выполнено из металла компании Medicom Toy, было представлено в 2009 году. И за прошедшие 15 лет компания выпустила всего около 60 релизов в этой серии, и каждый экземпляр — это маленький металлический арт-объект весом примерно 400 граммов. А теперь о самом узоре. Энергичная, невероятно плодовитая в 50-60-х годах прошлого века пара дизайнеров Чарльза и Рэй Имс, авторы паттерна Dots, который украшает этого мишку. А по аналогии с фондами поп-арт-художников, по которых мы говорили в серии о 10 стилях дизайнерских игрушек, офис Имзов, как он сейчас называется, распоряжается наследствием дизайнеров и предоставляет права на использование их паттернов для производства занавесок, подушек, постельного белья, кухонного текстиля, сумочек, а в нашем случае металлического платформенного медведя. Точные источники вдохновения для этого паттерна неизвестны, но в 1950 году журнал Portfolio Magazine публикует предварительный эскиз этого паттерна рядом с фотографией их знаменитого стула из металлического каркаса. Внимательный автор статьи заметил, что тени от металлического стула на белом полу студии повторили линии будущего паттерна Dots. Независимо от того, была ли тень прямым вдохновением или нет, но этот узор — это жемчужина mid-century дизайна и один из выдающихся образцов дизайна 20 века вообще. Но вот парадокс. Сам текстиль с паттерном Dots так и не был воплощен в материале при жизни его создателей. Узор ждал своего часа почти полвека, когда в 1999 году дочь Чарльза Люсия вместе с группой единомышленников из текстильной компании Mehram воскресили паттерн из архивных рисунков Рэй. Итак, воплощенные в этом паттерне Bearbrick давным-давно пропали из общей продажи. Сейчас их можно купить на сайтах аукционов, таких как eBay, Mercari или StockX, и цена будет в районе $500-700, то есть порядка 40-60 тысяч рублей, плюс доставка. Вот в таком вот плавильном котле плавится не только металл для отливок Чогокин, но и материализуется в истории дизайна. И этот Bearbrick — воплощение того, как полузабытые идеи продолжают жить, трансформируясь и находя новые воплощения в самых неожиданных форматах. Это был второй выпуск программы «Урожай». Меня зовут Сергей Сафонов. Мы увидимся в следующих выпусках, где я расскажу о других экземплярах своей коллекции, людях и компаниях, которые их создали.